Когда беда приходит внезапно, это всегда болезненно и сложно, особенно если речь идет о тех, кто не может сам себе помочь. Животных. Собаки и кошки, как и люди, переживают утрату, страх и одиночество, особенно если они долгое время были верными спутниками своих хозяев. И такой судьбы не избежал десятилетний пес по имени Макс, помесь золотистого ретривера. Его жизнь изменилась в один момент. И, как оказалось, именно этот момент стал для него шансом на новое начало. Макс жил с одним хозяином, с которым они были неразлучны в течение многих лет. Как говорят сотрудники приюта, пес был очень привязан к своему человеку. Но когда его хозяин ушел из жизни, Макс оказался в тяжелой ситуации. Потеряв любимого хозяина, он вдруг оказался в мире, полном чужих людей, запахов и незнакомых лиц. Его мир разрушился, и он не знал, как с этим справиться. Кроме того, Макс потерял свой дом, место, где он чувствовал себя в безопасности. И вот он попал в приют для животных в Кливленде, штат Огайо. Это место было чуждым и пугающим для Макса, и он переживал сильный стресс. В первые дни он отказывался от еды, не проявлял интереса к окружающему миру и игнорировал все попытки людей уделить ему внимание. Пес целыми днями сидел в углу своей клетки, уставившись в стену, и казался совершенно поглощенным горем. Его состояние вызывало обеспокоенность у сотрудников приюта, которые понимали, что Макс нуждается не только в крыше над головой, но и в поддержке и любви, которые могли бы помочь ему восстановиться. Понимая, что Максу нужно не только физическое лечение, но и эмоциональная поддержка, сотрудники приюта обратились в специализированную организацию Ohio Dog Hope, которая занимается реабилитацией животных, переживших тяжелые потрясения. Они помогают таким животным не медикаментозно, а при помощи любви, внимания и заботы, пока они не почувствуют себя в безопасности и готовы к новым отношениям с людьми. Макс был перевезен в центр Ohio Dog Hope. Несмотря на спокойную обстановку и внимательные отношения, его состояние продолжало ухудшаться. Собаки, пережившие утрату или стресс, часто бывают очень чувствительными, и даже самая лучшая обстановка не может помочь, если они не чувствуют себя в безопасности. Макс продолжал избегать контактов с людьми и не проявлял интереса к чему-либо. Тогда один из волонтеров, Анна, предложила найти для Макса приемную семью, которая могла бы стать для него настоящим домом. Она предложила обратиться к семье Уэстон, Майклу и Саре, которые уже имели опыт работы с животными и принимали новых питомцев в свой дом. Узнав историю Макса, Уэстоны сразу решили помочь. Для них не было сомнений. Они не могли оставить этого пса в беде. Когда Макс переехал в дом Уэстонов, его встречали с теплотой и заботой. Однако семья не торопила события. Они не пытались насильно заставить его открыться, а просто делали все, чтобы он чувствовал себя комфортно и безопасно. С каждым днем Макс становился все более уверенным. Он начал есть, а затем, несмотря на тоску по ушедшему хозяину, стал искать общение с людьми. Майкл даже начал работать из дома, чтобы пес чувствовал себя в большей безопасности и не переживал из-за одиночества. Эти медленные, но важные шаги позволили Максу начать снова доверять людям. Макс все еще скучал по прежнему хозяину и иногда уходил в раздумья, но забота и терпение новой семьи помогали ему восстанавливаться. Постепенно он начал радостно вилять хвостом на прогулках и даже ложился у ног Майкла, как бы говоря, что нашел своего человека. Макс не забыл своего старого хозяина, но новое окружение помогло ему вернуться к жизни. История Макса — это не просто рассказ о судьбе одного пса, но и о том, как важно не оставлять животных в трудные моменты их жизни. Иногда даже небольшая доброта и внимание могут стать тем самым шансом на новое начало, который так необходим животному. Питомцы, как и мы, переживают потери и нуждаются в поддержке, любви и заботе. И иногда, чтобы вернуть радость в сердце животного, достаточно просто быть рядом. Эти истории напоминают нам о важности быть добрыми не только к людям, но и к тем, кто рядом с нами и кто не может сам себе помочь. Не все можно решить с помощью медикаментов или грубой силы. Иногда достаточно просто проявить внимание, любовь и заботу. И это может стать настоящим чудом.